Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами на трассе Таврида едем со стороны города-героя Керчи и поедем по вновь открытой дороге юго-восточный обход Симферополя. Вот съезд с Тавриды, это в районе поселков Мазанка и Донское. Все вы помните, когда начиналось это строительство, я вам это все активно показывал. И вот здесь сделали такую грандиозную развязку. Я вот специально на указателях сделаю стоп-кадры, чтобы вы могли рассмотреть. И вот мы уходим вправо. Видите, здесь отдельную тормозную полосу такую сделали. И заезжаем на эту большую, мощную такую развязку. Здесь ведь не только заезд со стороны Керчи, со стороны Симферополя на эту новую дорогу, но и здесь находятся такие довольно-таки крупные села, как Донское и Мазанка. Между ними существовала автомобильная дорога, и вот эта развязка ее немножко так вот подкорректировала, но дорога сохранилась. То есть прямое сообщение между Мазанкой и Донским нарушено не было, но ее вписали вот в эту вот развязку. Съезд и заезд на трассу Таврида со стороны Симферополя и со стороны Керчи. Ну и вот мы двигаемся с вами уже по этой шикарной, дорогие друзья, просто шикарной дороге. Видим мы, вот эта развязка полностью освещена. Открыли эту вот юго-восточный обход Симферополя. Вот даже видите, у меня еще в машине на родной навигации моей машины еще даже не нанесена эта дорога. Ну, здесь обновление идет там 2 раза в год, поэтому вот пока еще нет, и едем с вами вот по указателям. Открыли эту объездную дорогу в конце августа 2025 года. Открывал ее глава Крыма Сергей Аксенов. Ну и вот, собственно говоря, видим указатель, сколько, какой километраж. Сразу хочу сказать, что радикально эта дорога радикально уменьшает время в пути. То есть от Керчи до Ялты приблизительно на 1,5-2 часа. То есть вы вот, двигаясь по этой дороге, сворачиваете на нее перед Симферополем, не заезжаете в сам Симферополь, потом пропускаете большую часть дороги Симферополь-Алушта-Ялта и прям выезжаете в районе села Перевальное, проезжая вот село Заречное, там сделали путепровод. С правой стороны будет у нас знаменитое уже Аянское водохранилище. Эта дорога проходит приблизительно в 300 метрах от нее, она будет по правой стороне, но здесь ее не будет видно, там будут и шумзаборы установлены, вот, и такой вот рельеф местности, что самого водохранилища, конечно же, не видно. Но виды открываются здесь потрясающие, дорогие друзья. Это объездная трасса протяженностью около 27 километров. Станет вот частью новой 4-полосной скоростной автострады Симферополь-Алушта с объездом южнобережного курорта. То есть сейчас и объезд Алушты уже активно строят, так что вот эта дорога, можно сказать, Симферополь-Алушта-Ялта, и вот от Алушты до Ялты идет такая масштабная реконструкция. Ну и здесь вот мы уже по первой части едем. Разделено оно было строительство на 2 этапа. Первый этап — это Симферопольский объезд от села Донское до села Заречное протяженностью 15 километров 800 метров. Это строительство завершили еще в конце 2024 года. Сюда также вот вошли 2 транспортные развязки на разных уровнях, 6 путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и 2 площадки для отдыха. Второй этап поменьше, протяженностью 9 километров 400 метров от Заречного до выезда из Перевального. И планировали завершить, дорогие друзья, в октябре 2025 года, но в итоге завершили в конце августа 2025 года. Фирма ВАТ, конечно же, марку свою держит. Здесь вот на втором этапе 1 транспортная развязка, 2 эстакады и 2 путепровода. С учетом горного рельефа
Дорожники здесь применили опыт и нестандартные инженерные решения, еще накопленные при строительстве трассы Таврида. Достаточно сказать, что строителям пришлось обустроить русло горной реки Ангары на отрезке объездной. И оба эти этапа открыли для движения транспорта одновременно. И по традиции, конечно, по новой дороге прошли КАМАЗы компании-подрядчика АО «ВАТ». Конечно же, можно смело сказать, что вот открытие юго-восточного обхода Симферополя, это можно так даже, если сказать, по значимости, после Тавриды вторая дорога. Хотя еще и открыли Симферополь и Евпатория Мирный, там 60 километров, тоже обходит все города Исаки, Евпаторию и выходит в Мирном. Но вот этот, конечно, участок, я вот проехал по нему, радикально меняет движение вот от Керчи до Ялты. То есть я действительно доехал очень быстро. А когда заехал вот на этот участок и объехал вот от Симферополя до Перевального, дорога идет, где постоянное ограничение 40 километров, даже есть 30, постоянные светофоры, очень много камер на скорость стоит. Так что здесь пока вот камер не замечено, но я думаю, что скоро их здесь и понаставят, потому что дорога великолепная и есть большой соблазн превысить, очень сильно превысить скорость. Разрешенная здесь 90, как обычно, ну, можно прибавить там еще 19 километров, 109 можно ехать, как говорится, без штрафов. Но здесь 110 никто не едет. Я вот проверил, летят как сумасшедшие, потому что пока еще нет камер. Обратите внимание, все развязки на этой дороге освещены. Я ехал днем, не могу сказать, работает ли освещение в ночное время, но я думаю, что работает, иначе смысл какой их здесь ставить. Две площадки для отдыха здесь есть, по одной с каждой стороны, и вот мы на одну из них заезжаем. Я так заехал, чтобы вам потихонечку так вот проехать, показать. Здесь видим мы навесы вот от солнца, есть лавочки, и можно здесь вот отдохнуть, полюбоваться шикарными видами гор вот в районе этой дороги. А виды здесь, конечно, потрясающие. Вот смотрите, мы выезжаем опять на основной ход, на дорогу, и видим вдалеке вот горы возвышаются. Очень приятно ехать по этой дороге. Я действительно был под впечатлениями, тем более мы с вами начинали вот эту дорогу, когда ее начали строить, показывать. Я еще, можно было летать на коптере, летал вот именно на этой большой развязке в районе села Донского и Мазанка, когда ее только-только начинали строить. У меня есть видео, эти все на канале. Кому интересно посмотреть и освежить эту память, могут вот посмотреть это видео. Ну а так вот эта дорога четырехполосная, категории 1Б, имеет разрешенную скорость 90 км в час и пропускную способность 8000 автомобилей в сутки. Такое число транзитных путешественников, двигающихся в направлении Большой Алушты и Большой Ялты, а это помимо двух курортных городов еще 56 поселков и города Лобка смогут миновать улицы Симферополя. Что немаловажно, воспользоваться объездной смогут автомобилисты, следующие в сторону южного берега полуострова не только по трассе Таврида, но и с севера, приехавшие в Крым через новые территории. Ну и, как я уже сказал, в целом участок сократит время в пути примерно на 1,5-2 часа. А если брать курортный сезон, где огромные пробки всегда вот на въезде в Симферополь и на выезде с него, по-другому никак не попасть вот на дорогу Симферополь-Алушта-Ялта, то там доходило и 3, и 4 часа можно сэкономить, потому что там реально вот по Симферополю ехать в курортный сезон очень сложно. Пробки просто грандиозные. А эта дорога радикально меняет время в пути. Ну и давайте двигаться дальше и наслаждаться видами этой дороги. 27 километров, там, по-моему, 30 с лишним миллиардов рублей. И компания ВАТ, конечно, выполнила задачу с честью и немного раньше срока сдала эту дорогу в эксплуатацию.
конечно, вот при строительстве этой дороги фирмой ВАТ были применены технологии, которые они использовали в строительстве Тавриды. Ну, например, вот горный комбайн. Помните, все на 8-м участке его активно применяли. И здесь он вот в районе развязки, в районе Донского и Мазанки, там была грандиозная выемка тоже грунта. Там работал вот этот горный комбайн, какой и работал на 8-м этапе Тавриды. Грунты для него здесь самые, что ни на есть, подходящие. И он вот срезал слой за слоем и выемки. Ну и вот в начале видео это хорошо видно, когда мы едем по большой такой выемке, сродни вот как на 8-м участке трассы Таврида. Это вот заезд в Севастополь. Там самый грандиозный участок был. Ну и, собственно говоря, здесь помним мы все такие вот были здесь ситуации в селе Заречном, особенно местные жители там протестовали против строительства дороги. Я помню это прекрасно. Но все споры удалось разрешить, и строительство было закончено. Вот посмотрите, мы как раз с вами едем в этом районе где-то и видим, стоят шумозащитные экраны, начинается предгорье, вот вдалеке уже видим горы, и по правой стороне где-то будет вот Аянское водохранилище. Когда мы с вами освещали тему водоснабжения Крымского полуострова, мы вот все эти водохранилища с вами очень и очень хорошо знаем. Аянское водохранилище, в частности, расположено в очень живописном месте, и оно вот входит в систему Аянского, Симферопольского водохранилища и питает столицу Крыма, город Симферополь и близлежащие поселки и города. Оно, собственно, по себе не очень большое по сравнению с Симферопольским водохранилищем, но понемножку все вот до кучи в одну копилку. Ну и хочется еще сказать, мы немножко захватим вам в этом видео участок грандиозной реконструкции трассы Симферополь-Ялта. Ее будут расширять, я так понимаю, тоже до 4 полос движения, по 2 в каждую сторону. И вот в первой части этого видео мы немножко захватим вот при съезде в селе Перевальное с этой дороги строительство, ну не строительство, а реконструкцию уже старого участка. Это абсолютно новое строительство, а там идет вот реконструкция участка без перекрытия движения. Посмотрите, какая красота. Вот где-то здесь Аянское водохранилище находится. Навигатор у меня в машине не работал, поэтому точнее тут сказать не представляется возможным. Ну и вторая часть, второе видео будет вот отдельно. Вот по дороге от Ангарского перевала едем в сторону Ялты и смотрим, какие там идут строительные работы. Это будет попозже, пока вот наслаждаемся этим видео. Так что планируется тоже обход, строительство тоже грандиозное будет, обход Ялты с выходом на южнобережное шоссе. Сейчас идет строительство обхода Алушты, потому что все вы знаете, вот когда едете в Ялту, то обязательно попадаете в Алушту. Ну, хоть краем ее цепляем, но все равно там ограничение скорости, светофоры, а летом это очень и очень неудобно, потому что просто огромное количество машин. А когда все это сделают, вот посмотрите, как здесь. Симферополь у нас остался по правой стороне, и мы уже практически выезжаем с вами в село Перевальное. Над Заречным мы проехали над старой дорогой, там был путепровод, ну и здесь то же самое. А дорога, которая существовала уже сотни лет, она сама по себе и осталась для местных жителей. Ну и, соответственно, транзитникам там уже делать нечего. Цель Алушта, Ялта, вот все будут пользоваться этой дорогой. И что самое важное, вот кто едет по трассе Джанкой, Симферополь, вот заезжая со стороны Чингара, Армянска, тоже может воспользоваться вот этой дорогой, не заезжать, собственно говоря, в Симферополь. Посмотрите, с правой стороны, вот здесь была выемка, подпорные стены, откосы как вот отщебенены, укреплены, чтобы они не поплыли. Ну и, собственно, вот вдалеке мы видим дома,
жителей вот этих великолепных районов. Ну и, собственно говоря, вот смотрите, мы с вами потихонечку подъезжаем к концу вот этого участка 27-километрового. Казалось бы, строили долго, а проехали там за сколько? За 15 минут. Вот этот весь участок. Если бы ехали по трассе действительно до Симферополя, то вот в этой точке села Перевальное, ну, мы были бы часа через 2 точно. А сейчас вот за 15 минут. Вот она с левой стороны, мощная подпорная стена, такой вот здесь склон, видимо, тоже здесь была выемка. Ну вот дорога закончилась, и мы выезжаем с вами на старую дорогу. Вот это интервал от села Перевальное. Видите, вот еще видно вот с левой стороны старая подпорная стена, и тут идет, как мы видим, вот полоса освобождают под строительство еще 2 полос. Ну да, там расширяют, где-то подсыпают, где-то срезают грунт. Вот нужно, конечно же, и деревья, к сожалению, попилить, но будут компенсационные высадки. Вот сколько деревьев попилили на этом участке, высадят там в 2-3 раза больше новых деревьев. Я в этом абсолютно уверен. Ну и видим мы, конечно же, вот самая длинная, протяженная, вернее, трасса троллейбуса. Это вот Симферополь-Ялта. Видимо, вот сверху висит у нас над головой троллея. Ну и, собственно говоря, такими вот участками, интервалами, видите, здесь уже 4 полосы идет, как вы видите, вот по 2 в каждую сторону, 2 сплошные на осевой. Ну, конечно же, здесь отбойника нету, чтобы разделить 2 направления, но здесь вот камер уже предостаточно. Правда, вот пока ехал, ни одной треноги я не заметил. Сейчас модно стало вот ставить передвижные такие камеры. Ставят треногу и сидит там себе в машине хозяин этой камеры. Как мне сказали, то он делится вот с властями Крыма. Не знаю, правда это или нет, но говорят, что все эти камеры вот на треногах, они вот в частной собственности. Ну, я что-то сомневаюсь, но кто знает поподробнее ситуацию с этими камерами, напишите в комментариях. Ну и вот видим мы, видите, с левой стороны очень много техники здесь работает. Конечно, вот смотрите, экскаваторы с левой стороны. Вот здесь меняется то с левой, то с правой стороны. Это мы увидим в дальнейшем, в другом видео уже. Так что не пропускайте, кто не подписан на канал, подпишитесь, чтобы не пропускать выход новых видео. Очень интересная вот эта дорога, конечно же. Ну и будем ее периодически с вами смотреть, как идет строительство. Конечно, огромный минус. Нельзя применять квадрокоптер, чтобы вот полная картина была, потому что снизу, конечно, много чего не снимешь. Но, как говорится, что имеем, то имеем. Будем пользоваться тем, что есть. Ну и вот смотрите, как великолепно уже здесь вот 4 полосы. Ну, не красота, машин не очень много, потому что не сезон, и вот работы идут строительные. Я представляю, как летом здесь вот будет, потому что, видите, постоянные съезды с одной стороны на другую, постоянно вот ограничения, заужение полос, ну, потому что идет строительство, без этого никуда. Движение тоже перекрывать нельзя, потому что альтернативы этой дороги из Симферополя в Ялту и Алушту нет. Но особо здесь вот гнать не приходится. Видимо, стоят вот эти столбики, показывающие, что ограничения по ширине движения. Ну и вот такой у нас шикарный ролик. Я сам проехал первый раз по юго-восточному обходу. Ну, вот во время открытия в конце августа просто не смог снять. Но интересно мне было. И я действительно впечатлен вот этой дорогой. Очень мне понравилось. Ну, кто проехал, пишите свои тоже эмоции. А кто еще не ездил, посмотрите это видео. И обязательно проедьте, когда поедете на отдых в Крым, там, в Алушту, в Ялту и в другие поселки вот южного берега. Так что, дорогие друзья, вот немножко мы захватили старой дороги. Видите, вот уже с левой стороны новая подпорная стена. И таких здесь будет масса, потому что здесь уже вот в сторону Ангарского перевала. Мы сейчас идем на подъем к Ангарскому перевалу. Он находится в районе Кутузовки.
ну и потом спуск. И все это вот планируется до, не помню, по-моему, 28 года эту дорогу привести в четырехполосное нормативное состояние 1Б. Очень интересное строительство здесь, ну и будем следить по мере возможностей. А я на этом заканчиваю, дорогие друзья. Обязательно подпишитесь на канал, кто не подписан, чтобы не пропустить следующие интересные видео вот о строительстве в Крыму. Ну и, конечно же, пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. А я буду заканчивать. Всего вам хорошего и до новых встреч в новом видео с дороги Симферополь, Алушта, Ялта. Вот видите, с левой стороны, посмотрите, какие мощные работы идут. Конечно, надо сделать заезд, ну и все. До свидания.